Всем привет! Сегодня мы отправимся в Литву и посетим заброшенный пионерлагерь на берегу Каунасского водохранилища. А после мы перенесемся в Латгалию и посетим интересный заброшенный хутор. Находки порадовали. Приятного просмотра! Пришло в наши края лето, настали теплые солнечные деньки, наконец-то. Нахожусь я в Литве, на берегу Каунасского водохранилища. И иду исследовать заброшенный пионерлагерь. Просто посмотрите, какая красота. Вот, похоже, и лагерь. Здесь какие-то гаражи, сарай. Ух ты! Здесь, похоже, держали животных даже. Да, домик уже совсем разграблен. Но здесь очень приятно пахнет деревом. Ах, какой запах. Кровати. Кресла. Здесь, похоже, были гаражи. Возможно, небольшие мастерские. Склады. Остались лишь стеллажи. Здесь, похоже, еще один загончик для скота был. Так, показались первые домики для отдыхающих. Раз, два, три. А здесь вот раньше был въезд. Ворота и, наверное, будочка сторожа. Полагаю, раньше здесь было довольно уютно.
печка. Терраса была. Выглядит это все просто невероятно. Вообще, лагерь этот называется Кауно Мариус, что в переводе означает Каунасская лагуна. Вроде и недалеко от большого города, но красота здесь невероятная. Не знаю, есть ли смысл заглядывать во все домики. Полагаю, все они похожи и, к сожалению, пусты. Ой, здесь часть дома просто обвалилась. Домик прямо в чаще. Хочу дойти до конца по этой дороге, посмотреть, что там будет. Как будто в джунгли попал. Домик номер 15. Домик номер 8. Вот в этот, пожалуй, я загляну. Ой, страшно даже заходить. Интересно, за сколько же это лет природа так захватила дом? Смотрите просто, что стало с террасой. Здесь, конечно, все еще получше. Мебель даже присутствует. Детские шкафчики. Вообще, я слышал, это был вроде пионер-лагерь для детей. Пусто. Здесь пошли уже двухэтажные домики из кирпича. Более серьезная. Вот еще один. Вау! Смотрите, какой летний домик был. Здесь, наверное, собирались отдыхающие по вечерам. Сидели. Какая красота!
Такс, перекресток. Там я уже был, а здесь еще нет. Ух ты! Это, похоже, была сцена. А здесь, наверное, были ряды стульев и сидели зрители. Вау! Что же здесь было? Огромный зал. Еще одно большое здание. Ого! Ого! Это, похоже, была столовая. Окошко для выдачи еды. Кухня. Ну да, вот кафель. А тут столовая. Здесь же еще несколько окошек. Ладно, отправляюсь дальше на поиски чего-то более интересного. Наступил сентябрь, и пока на улице еще теплые солнечные деньки, я решил снова отправиться в поход по заброшенным деревням. Соскучился я по этой природе и, конечно же, по домам, где замерло время. Такс, вот и первый заброшенный хутор. Крыша обвалилась. Ой-ё! Дому, видать, уже совсем плохо. Мда. Время нещадно. Как бы тут что на голову не упало. Пусто. Туалет деревенский. Ну, природа здесь, конечно, просто невероятная. Вижу уже следующий хутор.
Трава местами выше моего роста. Это борщевик. Хух. Я надеюсь, что он уже засох. Сарай. Вижу капот, походу, от «Жигулей». Различные инструменты. Тачка. Детская кроватка. И пила «Дружба». Загончик для животных. Опять этот борщевик. Открыто. Все закрыто снаружи, но мало ли. Так. Есть кто? Как же здесь воняет сыростью. Сейчас я закроюсь. Одежда и кладовка. Велосипед, смотрите, даже два. Это еще советский велик. И, похоже, складной. Если не ошибаюсь, назывался «Аист». А это что-то более современное. Банки. Чья-то шуба. Украина. Это что, интересно? Стабилизатор, походу, напряжение. Друшлаг, походу, алюминиевый. Снова банки, коробки. Разобранная стиралка. Штаны. Очень теплые, смотрите, с подкладкой. Еще зимние вещи. Ой, сколько тут мошек. Или это комары? Это комары, походу. Они тут прячутся от жары. Это, похоже, комбайны. Да, помню, в детстве с бабушкой собирали чернику в лесу такими. Только он, кроме ягод, собирал очень много листьев. Но все равно вещь удобная. Класс.
Дом, конечно, видно, слегка разграблен. Здесь настолько тихо, что в ушах звенит от тишины. Забыл просто уже это ощущение. Ладно, начнем, пожалуй, с кухни. Интересно, как давно этот дом был покинут? Банки. До 23-го года срок хранения. 19-й год кетчуп был. Еще кетчуп 19-го. Это, походу, старенькая кофемашина. Выходит, не так давно тут жили. Ботинки. Причем не простые, а рабочие. С защитой для ног. Водка. 19-го года. Селфи-палка. Что? Причем еще старая, вот с проводом. У меня когда-то тоже была такая. В общем, как оказалось, здесь жила некая женщина 92-го года рождения. И я нашел в комоде ее блокноты и тетради. Вот записи 2010 года. Что за предмет, интересно? Следующая тетрадь. Записи 2015 -го. Конспекты по строительству. Виды зданий. Схема дома. Виды фундаментов. Экзаменационный билет по английскому языку 2010 -го. Экзамен для 12 класса. Я ж тоже сдавал такой. Что ж, я думаю, она выучилась и уехала в город. Или вовсе за границу. Однако, думаю, она была не единственная жительница этого дома. Календарь 2018 -го. И просто куча одежды. Что-то здесь искали. Нашли ли? Не знаю. Ух, смотрите, это же швейная машинка. Да, вот она. Вот она, красавица.
Вся в паутине. Интересно, работает ли? Ее бы смазать, почистить. Смотрите, механизм до сих пор работает. Вот эта вещь. Далее искусственные цветы. Телевизор Philips. Ящики с книгами. Таня Гротер. — 2006. Свежая книжка. Фантастический триллер. Чейз. Детектив. Владимир Короткевич. Даже не знаю таких книг, писателей. Их, похоже, хотели забрать. Вместе так скрепили. Но почему-то не забрали. Обожженная зоной. Операция «Отличник». По следам убийцы. Здесь, походу, детективы в основном. Жаль, конечно, книги, что они так пропадают. Эх. Остается еще одна комната. Вот это. Сколько различных плакатов. Александр Рыбак. Здесь явно жил молодой человек или девушка. Бутылки от алкоголя. Снова плакаты. Русско-английский словарь. Снова школьные тетради с записями. Целая стопка. Журналы. Но это все быт 2000-х. Может быть, 2010-х годов. Еще ящик с записями по-английскому. И наверняка не только. Пеналы школьные. Ой, полка падает. Электрическая плитка. Снова одежда. Еще книги. Тоже, что ли, детективы? Обед у людоеда. Ну и название. Спецназ ГРУ. Одесская рулетка. Что-то интересное.
фиолетовая шуба, уже которая в этом доме. Ух, а сколько сапожек. Тут тоже, видимо, женщина жила. Ну и запах тут. Запах старых пыльных вещей. Еще туфля. Чемодан с одеждой. Одеялко. Неплохое. Целый мешок туфлей. Сумочки. Да, определенно здесь жили женщины. Ладно. Вроде как все осмотрел. Пропустил еще 2 вот таких бидона. И вот такой телевизор. Электрон. Ух ты! Вот это находка. Нива. Причем, похоже, подготовленная для бездорожья. На внедорожной резине специальной. Четыре на 4. Открыто. Все в паутине. Тахометр. Бензиновая, наверное. Пробег 153 тысячи всего лишь. Ну-ка. Ручная коробка. Это, наверное, понижающая передача. Возможно, подключение полного привода. Не знаю, тут постоянно или нет. Какие-то тумблеры. Генератор. Интересный аппарат. Сзади лежат колеса. Ну-ка. Почему-то не работает. А он, наверное, с другой стороны, как на копейке, открывается. Опа. Вот оно, сердце. Самое интересное, техосмотр в прошлый раз проходили в 2008.
Вот такие сегодня находки. Спасибо всем за внимание. Счастливо и до скорых встреч.